Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад «Неожиданности и сюрпризы июля». События до конца месяца. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды карт. И первая – это у нас карты, маленькие карты цыганского старинного пасьянса с их рандомным вариантом событий, а они как раз событийный ряд нам покажут, и колода Таро, который дополнительные какие-то сведения нам даст, или с позиции позитивной психологии, то есть дополнит информацию, как мы будем чувствовать себя в это время, или как будет решаться тот или иной вопрос. Вот давайте мы узнаем. Конечно, будем реалистами, любой расклад не расскажет о тонкостях и перипетиях каждого в жизни, да и может что-то вообще не совпасть. Будем реалистами, но жизнь не бывает полностью предсказуема. И как альтернативный вариант развития событий давайте с вами рассмотрим. Тогда сумеем, может быть, быстрее в каком-то вопросе сориентироваться или просчитать что-то на пару шагов вперед. Я буду смотреть за совпадающими значениями карт. И вы тоже смотрите, если я что-то пропустила, напишите, я отвечу. Обсудим. Итак, для скорпионов неожиданности и сюрпризы вторая половина месяца июля до конца июля 2024 года. Вот так сразу. Солнце, мои дорогие. И значит, хоть тысячи каких-то там перипетий, неопределенностей, ваша дорога лежит к солнцу. Исполнению желаний, изобилие процветания, какие-то возможности, сильная позиция. Вообще карта радости, точнее, значение радости и счастья. Может быть, какой-то важный документ вы получите. Книга в этой колоде карт обозначает инстанции, учреждения, чиновники, согласования, подписания, какие-то печати, ну, все что угодно. Или это могут быть еще любая другая организация, может, тут у каждого по-разному. Кто-то может пойти, например, или ходил к врачу, и тоже вы тут что-то получите, ну, доброе какое-то, как заключение может быть, или какой-то вердикт. Как раз вот что-то хорошее у вас решается, как говорят, да, чаще в цыганских раскладах, в казенном доме. Вот какой-то такой смысл. Идем дальше. Дважды солнце, мои дорогие скорпионы. И еще и радость. Что-то тут у вас получается, это факт. Знаете, у кого-то это, скорее всего, тот вопрос, ведь солнце, оно само по себе, все-таки будем откровенны, не приходит. Это результат каких-то приложенных усилий. По крайней мере, до конца июля вы будете видеть, что какая-то в какой-то вашей жизненной позиции, сфере жизни ситуация действительно как-то проясняется. Ничто не было напрасно. Не были напрасно приложены усилия. И это для вас как по судьбе. А для кого-то из вас, я вам прямо скажу, свадьба. Когда совпадают в этой колоде карт крест и венок, свадьба. У кого-то в личной жизни, ну, не буквально может быть у вас свадьба, хотя и это я могу допустить, но это может быть как венчание, или когда, может быть, вы друг другу дадите уже обещание быть вместе, или когда вы определитесь со своим статусом, была прежде дружба, а теперь вы решите проживать вместе. Может быть так, но вот какие-то добрые события в вашей личной жизни, правда. А тем более карта Солнца, что-то тут у вас такое может произойти. Может быть, это вы будете кому-то предложение делать, почему нет? Или вы внутри себя самого определяетесь, что да, я хотел бы быть с этим человеком. Или хотела бы быть. И так тоже может быть. Смотрим, что для вас выпадает дальше. Гости. Может быть, это вы с кем-то, ну, карты не говорят напрямую. А, возможно, вы отправитесь кому-то в гости. Или к вам какое-то, как, может быть, торжество будет, и к вам гости приедут. Все же бокал выпадает, именно говорит о каком-то веселье, о празднике. Или что-то радостное будет в вашей жизни. И надо сказать, что если вас куда-то приглашают в гости, отправляйтесь.
Но, наверное, для скорпионов не расслабишься полностью. Выпадает маска. Маска – это, увы, скрытый враг, который наблюдает. Он наблюдает пока. Или одевает кто-то маску. Что-то транслирует одно, а сам там что-то думает другое. Может быть, и вам, мои дорогие скорпионы, придется маску примерять на себя. Потому что вы где-то интуитивно прочувствуете, нет, тут не все люди доброжелатели, и мне нужно быть где-то хитрее, и вам где-то придется манипулировать, другого не остается. Все же маски менять придется, потому что не есть и, может быть, в вашем окружении, или вы окажетесь вот в гостях, когда кто-то, ну, буквально очень назойливо расспрашивает, а как у тебя дела, допустим, с деньгами, в личной жизни, а что у тебя с работой? Иногда бывают такие беспардонные люди, которые нас вроде бы ставят в тупик. Мы не можем из-за своего воспитания послать куда подальше. Или можем, ну, как-то вот нас сдерживает. Или мы понимаем, что мы можем себе, ну, какой-то грубостью навредить. Сразу обозначим себя. А нам нужно другую тактику. Пусть лучше человек думает, что мы не догадываемся. Тут ведь 1000 может быть вариантов, поэтому где-то хитрить вам придется. Правда, смотрите, у вас выпадает сердце, признание в любви. Да, мои дорогие, признание в любви. С сердцем есть еще другие значения, но когда оно выпадает без сочетания других, да с учетом, вот то, что я сказала, правда, у кого-то свадьба или перевод отношений на качественно иной уровень. У вас что-то в личной жизни будет меняться. Я не говорю, что буквально под венец вы пошли, хотя я не отрицаю этого. Но, может быть, как ваше решение изменить свой личный статус. По крайней мере, карты говорят о том, что у вас сейчас к этому в целом энергетика до конца июля благоприятна. Будет какой-то праздник, мои дорогие скорпионы. И все карты, собственно, об этом. Пока с вами разговариваю, проверяю, что еще совпало, а я, может быть, не увидела. Не вижу. И значит, все то, что я озвучила, имеет силу. Давайте идем дальше. Что же за неожиданности и сюрпризы для скорпионов? Вторая половина июля до конца месяца. С чем это может быть связано? Неожиданности, давайте спросим. В чем неожиданности? Король Пентаклей. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. Кстати, не все знают. Или просто это наш близкий человек, которому мы доверяем. Часто по этой карте проходят еще наши близкие, которые нам оказывают помощь. Или, может быть, и друг. И у кого-то, правда, проиграется, в принципе, пусть выпадает король. Но ведь эту энергетику мы смотрим. Конкретно человек, который, на него можно положиться, правда. Он не боится меры ответственности, как и вы сами, мои дорогие скорпионы. И тот, когда мы, как за ним, как за каменной стеной. Ну и вообще вот какая-то очень надежный, как союз, может у вас сложиться. Или если мы говорим про работу или какие-то дела. В принципе, решение удачное каких-то финансовых вопросов, вопросов согласований в высоких инстанциях, то, что в конечном итоге мы можем свести к деньгам, это может быть имущество, подписание каких-то договоров, соглашений, ну, все что угодно, каких-то бумаг, но это все с позицией улучшения, благоустройства или укрепления, опять же, собственных позиций. Что-то уже наверняка. Король Пентаклей – большой консерватор, но в данном случае для вас это даже в неожиданностях, как какая-то надежность выпадает. Благоприятное время. По четверке мечей, может быть, и есть какие-то вопросы, которыми, ну, не хочется заниматься, или людей, которых не хочется видеть. Вообще эта карта может еще означать неожиданностях, паузу какую-то. Для вас, может быть, для кого-то
как был период, когда иногда по этой карте проигрывается наше недомогание. Тогда вы какой-то вопрос по части вашего здоровья можете прояснить. И, может быть, были какие-то разные мысли, но здесь вы с чем-то определитесь. Вообще карта говорит: отдыхай, Скорпион. Где-то себя не пришпоривай. Этот период, да и весь наш пасьянс, он как раз об этом, что больше радоваться надо. Дать себе где-то передышку, потому что Солнце, у тебя сейчас сильные позиции, но обесточить себя или где-то пытаться решить сразу все вопросы определенно не стоит. И по королю Пентакли ведь это тоже размеренность. По четверке мечей есть такое значение: мы складываем оружие. И значит, есть те вопросы или конкретные люди, с которыми вам, мои дорогие скорпионы, не захочется спорить. А зачем? Бесполезно. Вот какое-то такое решение вы можете принять. Очень рациональное. И кто-то может, ну, мысленно, так ментально с кем-то проститься из людей по той или иной причине. Может быть, вы им это не заявите, но для себя где-то внутри души вычеркнуть какого-то человека вы вполне до конца июня можете окончательно. Какую-то прежнюю историю. Неожиданности и сюрпризы. Ну вот как новый совершенно путь. Шестерка мечей, карта заслуженного успеха. Этот успех, он подразумевает какую-то дистанцию. То есть мы должны предпринять еще какие-то действия. Может быть, куда-то отправиться. У кого-то из вас конкретно проиграется внезапная поездка или внезапный переезд. У кого-то по работе релокация офиса или переход в какой-то филиал. Или для вас, мои дорогие, это может быть смена сферы деятельности, смена вообще кардинально деятельности на что-то другое и изучение чего-то нового. И причем это у нас мечи. Мечи это вот у нас воздух, пространство, интернет. И в нашу цифровую эпоху это может быть, как для кого-то из вас, интерес как раз к новым технологиям. Вы будете что-то изучать. Изучать может быть буквально. Вы меняете работу, и вам говорят: ты должен пройти какие-то курсы. И вы будете готовы изучать. Вы вообще уже как будто в другой плоскости, мои дорогие скорпионы. Какой-то поворотный момент в течение июля внутри вас самих происходит. И это все идет к вашему успеху. Правда, удачный период жизни. Мне нечего добавить. И последующий успех в каком-то вопросе, либо по части переезда конкретно, можно сказать, у кого-то это закроет или затронет вопросы личной жизни, а для кого-то из вас это решение вопросов вашей занятости и одновременно финансов. Вот тут по-разному. Все-таки успех. Каковы же еще сюрпризы, мои дорогие? Вот не случайно четверка мечей, и я сказала, что кого-то вы так вот на дистанцию отправите, вычеркните из жизни. И по тройке мечей была какая-то, ну, горькая история, сердце раненое. Точнее, в этой колоде карт нам показывают заштопанное сердце. Всегда тройка мечей – это не то, что вот теперь с нами происходит. Это к нам из прошлого какой-то, ну, такой не самый приятный, может быть, период, может о себе напомнить, но это карта здорового равнодушия. Мы это не забудем. Все-таки сердце у нас имеет имело раны, а теперь имеет шрамы. И мы уже теперь, ну, не можем кому-то доверять. Вот достаточно, как прежде. Или мы прежде столкнулись с чем-то предательством, или с какими-то сложными эмоциями, которые для нас были где-то тоже разрушительны, и нам предстояло или вынуждены были проходить какой-то путь, прежде чем мы, ну, где-то ментально, психологически перейдем в новое состояние, потому что нас держало что-то. Мы не могли, пытались что-то соотнести, почему вот это произошло. Но человек так поступил, или как-то ситуация сложилась, или обстоятельства. И вот теперь нам говорит, о чем эта карта. В здоровом равнодушии нужно увидеть какие-то ситуации, может быть, как человек или обстановка, обстоятельства, какие-то еще не закрытые для вас, которые тянутся из прошлого, требуют, чтобы вы расставили все точки над «и» или сыграли последний аккорд. И вам где-то это может предстоит сделать в конце июля, подвести своеобразный итог и выйти из какого-то
условно говоря, как замкнутого пространства. Вот мы складываем оружие, потому что, как я сказала, не имеет смысла. И вот не имеет смысла какая-то прежняя история. Вы выводы делаете, мои дорогие скорпионы. Неожиданности и сюрпризы. Ух ты. Но тут хочется настоять на своем. С учетом всех карт это какая-то может быть любовная история и вопросы страсти. Или по этой карте могут быть еще удачные решения по части финансов. По этой карте, кстати, мы говорили про здоровье. Для кого-то совпадет как раз Солнце, четверка мечей и книга, как казенный дом. Когда вы узнаете, что да, какой-то диагноз не подтвердился, кстати, у кого-то проиграется так, потому что физическая форма как раз со знаком плюс проигрывается по 15-му аркану. Но нам о чем говорит? Держи баланс. Самое главное. Иначе какая-то игра может стать опасной. И мы не должны чего-то делать чересчур, мои дорогие. Серьезный аркан. И где-то мы можем находиться во власти наших желаний, но не должны прошляпить вот как маска. Может быть, и самим приходится одевать эту маску. Но опять же, держите все под контролем. Давайте тогда как совет достанем. Или вообще в каком направлении. Ну, больше я уже, конечно, ничего не достану. Начался наш расклад и заканчивается солнцем. У вас два солнца. Одно на цыганском пасьянсе, а второе в колоде Таро. Ваш путь, мои дорогие, к солнцу. И если что-то уходит из вашей жизни, не держите, отпускайте. Чем больше вы отпустите или на что-то вы махнете просто рукой и скажете: да неважно, я складываю оружие, тем в последующем вам пространство обернет большими бонусами. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы. И будьте счастливы, будьте любимы всегда, мои дорогие.